Для встречи с королем Вендриком осталось пройти последнего, самого верного его защитника, сэра Вельстата. Он всю жизнь служил королю и продолжил это дело даже после смерти. Или вернее, даже после того, как они потеряли свои души и стали полыми. Короче говоря, это еще один рыцарь в тяжелых доспехах, с молотом и немного темной магией. Соответственно, у него высокая защита и большая сопротивляемость к порче, поменьше к волшебству и огню, и меньше всего к молниям. На бой можно притащить фантома Скарлетт из зала с ведьмами и фантома Агдейна, традиционно недалеко от входа, возле одной из колонн. Ну не терпится уже дойти до Вендрика, вперед в туман разбираться с Вельстатом. Тут даже покажут ролик. Преданный пес сидит возле двери, охраняет проход к хозяину и бросается на всех, кто приблизится. Естественно, рыцарь Вельстат — это еще одна консервная банка, только теперь из-под шпрот. Темненький такой. В руках у него большой молот, на голове кокошник. Красавчик. Перед боем он сидит в луже света. То ли благословение наложил, то ли наоборот, непонятно. Ну посмотрим, что он умеет. Пинается ногами с целью разбить наш щит. Размахивает молотом в разные стороны. Ломает колонны. Делает выпады. Вертикальные удары. Отскакивает, подбегает. И снова ломает колонны. Причем у него не просто молот. На самом деле это колокол. Поэтому когда он делает вертикальный удар о пол, то слышен характерный звон. Вот из этого набора он и делает свои серии атак в первой половине боя. Но от всех его ударов очень легко увернуться, желательно сразу ему за спину, и успеть нанести несколько своих ударов. Молот-колокол явно очень тяжелый и медленный. Учитываем время на замах и отскакиваем без проблем и глюков анимации. Можно играть от щита. Его атаки сносят немного выносливости, а можно просто провоцировать на атаку, отходить назад и, например, кидаться магией. Но самое простое и эффективное — это, конечно, увороты влево, под ту руку, где булава. Оказываемся за спиной в безопасности и отнимаем боссу здоровье. А для любителей унижать босса своим мастерством и скоростью реакции, все его удары молотом можно парировать. Где-то на 60% жизни Вельстат понимает, что надо что-то делать, потому что он явно не вытягивает этот бой. Ставит свой колокол, выполняет какой-то обряд и накладывает усиление тьмой. Пока он это делает, ему можно снять еще процентов 20 здоровья. Теперь босс под аурой темной магии до конца боя. У него резко подросла защита и сопротивление ко всем элементальным атакам. Его удары тоже стали сильнее, и он вспомнил, что может кидаться шарами темной магии. Делает он это так. Отскакивает назад, поднимает колокол, звонит им, потом ставит на землю и только потом выстреливает волну темных шаров. При этом урон от них довольно большой, но если поднять щит, то вполне сносный. А можно и вовсе увернуться. Зато пока он звонит свой колокольчик, можно разрядить в него свой колчан стрел или магическую обойму. Вот он снова киданул шары, и вот в эту щель иногда получается проскочить без урона или просто кувыркнуться вперед. В остальном бой не сильно изменился. Все так же крутимся вокруг него влево и пинаем по заднице. На самом деле с этими его шарами проще даже делать по-другому. Как только он начинает звонить в колокол и призывать темную магию, сразу бежим к нему. И когда босс ставит колокол на землю, то уже понятно, куда полетят шары. Отходим немного в бок и делаем серию ударов. Совершенно безопасный способ битвы. Надо только отходить от него подальше, чтобы провоцировать на дальнюю атаку. Таким образом, сэр Вельстат на самом деле тоже очень простой босс. Довольно легко пройти его совсем без царапин. Дальше побеждаем его любым из удобных способов. Мне больше всего нравится прыгать вокруг него. Это такой универсальный стиль, подходит почти против всех рыцарей. Ну вот, разломал все колонны, никакого уважения к архитектуре.
Достал меня таки своим колоколом, теперь звенит в ушах. Ну и остается последний удар или два. Ох, сколько раз я погибал в такой ситуации, когда кажется, что остался последний удар, а на самом деле еще два. Так что делаем надежно, больно и аккуратно. Ну, например, так. Я же все-таки маг. Пиу. Победа. Душа Вельстата, королевского защитника, забираем. В игре плюс дадут еще колечко солдата короля плюс 2, которое увеличивает максимальную нагрузку на 20%. Это для тяжеловесов. А душу сэра Вельстата можно обменять на 2 предмета. Орнифекс выдаст молот священного колокольчика, такой же как у Вельстата, и тоже кидается темными шарами при силовой атаке. Вот только требует аж 40 силы. А Стрейт обменяет душу босса на заклинание чудес Священный Обет, которое увеличивает физическую атаку и защиту почти на минуту. И сет Вельстата, как обычно, можно будет купить у Маглина в Маджуле. Ну все, наконец-то мы увидим Вендрика. Вон он ходит в своем темном склепе. Но, как нам и говорили, Вендрик стал совсем плох. Его полностью поглотило проклятие нежити. И с ним даже поговорить нельзя. Правда, он и не нападает. Мы можем на него напасть и даже победить. Но это не обязательно, и сейчас это будет очень сложно сделать, потому что он под ультразащитой. С ним мы разберемся позже. Зато рядом лежит одежда Вендрика, и среди нее мы находим королевское кольцо. Сюда же можно будет потом вернуться, чтобы посетить память короля. И там с ним немножко пообщаться. Но для этого нам нужно найти другой артефакт. Сердце пепельного тумана. А сейчас на выходе из этой комнаты можно поговорить с изумрудным вестником, которая должна уже что-нибудь объяснить. Но нет, она просто говорит, что с этим кольцом я могу пройти сквозь врата и отправиться на восток. Ну, то, что могу пройти сквозь врата, и так понятно. А откуда мне знать, где восток? Тут даже нет компаса. По мху, что ли, на деревьях? Короче, вестник, как всегда, бесполезно. Поэтому вспоминаем, какие врата мы можем открыть с помощью королевского кольца. Кстати, после получения этого колечка на карте Дранглика загорается новый огонек. А еще, получив кольцо, можно поговорить с Агдейном, хранителем склепа, и получить его сет с юбкой. И катану Темное Течение. Она очень легкая и почти незаметная. И есть еще один бонус за королевское кольцо. Если вернуться в Междумирье, то вот эта хранительница огня даст 6 фигурок человечности. Так что очень полезная эта находка. Ко всему прочему, это кольцо всевластия добавляет урона огненному оружию и пиромантии. Я прямо боюсь его одевать. Вдруг сейчас исчезну и придется нести его в какой-нибудь вулкан. Но нет, хоббиты могут спать спокойно. Все же основное назначение королевского кольца — это ключ. Итак, первые врата были в лесу павших гигантов. Там дальше немного подарков и дерево, переносящее в память Джейта. Туда нам будет нужно, но сейчас мы пока не можем пройти. Следующие врата были в Темнолесье, если пойти по развилке прямо. Вот эти врата нам и нужны, чтобы отправиться на восток, за артефактом, который позволяет путешествовать в прошлое. И третьи врата находятся в замке Дранглик. Они ведут в Трон Желания, в конце которого будет происходить финальная битва. Но и сейчас тут есть босс, защитник и смотритель трона. И раз уж прибежали к входу, не станем откладывать битву с ними на потом, заглянем сейчас.